Всем привет, мои дорогие! Вы на канале Сладкий Мастер. По многочисленным просьбам подписчикам готовлю меренговый рулет. Десерт представляет собой выпеченную, очень нежную, как облако меренгу с крем-чизом, фисташками и малиной. Рулет оценят все, кто любит воздушные десерты с ярким вкусом нежного творожного сыра, ягод и безе. Фисташки необходимо раздробить в крошку. Все подробности и нюансы по продуктам смотрите в рекомендациях к этой публикации. В белки добавляю соль, ванилин, сок лимона и сахарную пудру. И перед взбиванием немного промесите сухие ингредиенты с белками, чтобы они не разлетелись в стороны. Включаю миксер на высокие обороты и взбиваю белки до пышной светлой массы. И вместо сахарной пудры можно использовать мелкий сахар, но процесс взбивания при этом будет немного дольше. Главное, чтобы сахар полностью растворился в белках. Правильно взбитый белок хорошо держится на лопастях миксера и имеет текстурную форму. Добавляю кукурузный крахмал, вымешиваю меренгу на средних оборотах миксера в течение минуты. Достаточно, чтобы крахмал просто вмешался в меренгу. Друзья, рекомендую к просмотру рецепт идеального белкового заварного крема, где я демонстрирую все три способа его готовности. На шарик, на тонкую нитку и на температурный режим. Меренга для рулета готова. На стандартный противень, предварительно выстеленный пекарской бумагой, выкладываю всю меренгу. Диаметр противня не принципиально важен, поэтому смело готовьте на своем листе. Равномерно распределяю меренгу по всему листу при помощи плоской лопатки. Окончательно выравниваю меренгу шпателем. При отсутствии шпателя выровнять меренгу можно любым плоским предметом. Противень с меренгой убираю в разогретую до 150 градусов духовку на 30 минут, без режима конвекции. Меренга выпеклась и совсем немного подрумянилась. Готовая меренга имеет легкую корочку и при нажатии трескается, при этом внутри остается мягкая. Сверху накрываю меренгу сухим пергаментом. Устанавливаю доску, переворачиваю конструкцию сверху вниз. Осторожно отделяю пекарскую бумагу от поверхности меренги. Перемещаю меренгу на решетку для остывания. Оставляю меренгу до полного остывания примерно на 1 час. Для приготовления крема в холодный творожный сыр добавляю холодные сливки и сахарную пудру. Взбивание долго на низких оборотах миксера до получения однородного крема. Прежде чем взбивать, рекомендую промесить ингредиенты, чтобы они не разлетелись в стороны, и только потом начать взбивание. Правильно приготовленный крем-чиз имеет однородную текстуру и хорошо держится на лопастях миксера. На остывшую меренгу выкладываю основную часть крем-чиза, при этом немного крем-чиза оставляю для украшения. Осторожными движениями равномерно распределяю крем-чиз по поверхности меренги. Друзья, хочу выразить благодарность всем, кто поддерживает меня, ставит лайки и делится публикациями в социальных сетях со своими друзьями и близкими. Тем самым вы значительно продвигаете канал Сладкий Мастер и еще больше мотивируете меня на новые рецепты, которыми я делюсь с вами. Сверху крем-чиза посыпаю дробленными фисташками. Осторожно сворачиваю меренгу в рулет, загибая ее вовнутрь при помощи пекарской бумаги. На канале есть рецепт очень вкусного бисквитного рулета с вареной сгущенкой и орешками, который я также рекомендую приготовить. Меренговый рулет убираю в холодильник минимум на 2 часа для стабилизации. После охлаждения на рулет наношу оставшийся крем-чиз в виде произвольных мазков. Украшая рулет крупной малиной, прикрепляя ее к крем-чизу. Дополнительно обсыпаю рулет фисташками. Меренговый рулет по данному рецепту получается очень нежным и вкусным. Десерт напоминает воздушное облако из пористой меренги, отменного крем-чиза с ароматом свежей малины и ярким вкусом фисташек. Меренговый рулет — это настоящий праздник изысканного вкуса и красивых порционных разрезов. Остановиться просто невозможно, рулет тает во рту после каждого кусочка. Обязательно приготовьте этот по-настоящему райский десерт, который подойдет не только для домашнего чаепития, но и на праздничное мероприятие в качестве торта. Рекомендую подавать рулет горячему крепкому чаю без молока. Спасибо, мои дорогие, за подписку, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал.